Я даже не могу тебе сейчас точно сказать, сколько мы потеряли, Игорь. Какое простое действие надо сделать, чтобы взять вот так, раз и все? Это будет хуже, чем коронавирус. Все меры поддержки этим врачам оказаны, а про бизнес опять ни слова. У нас простаивают станки, простаивают люди, простаивают мощности, мозги. Кто те предприниматели, которые может это собрать в новую комбинацию? Я стал писать свой вариант мер поддержки бизнеса, который хочу предложить правительству и Путину. Новости на этой неделе не самые утешающие, потому что у нас только вот за эти 3 рабочих дня сорвались уже 3 сделки, так что мы успешно с тобой потеряли почти 1 миллиард рублей, о чем я тебе прямо сейчас говорю первый раз. Да, Что, да. серьезно? Да, сорвалась во Франции логистическая компания. Только что был на звонке с компанией, у которой оборот упал на 100%, соответственно, оборот 0. Давай об этом чуть позже. Давай, ты слышал обращение президента? Давай сперва о страновых и международных новостях. Да. Ну, я думаю, что российская экономика в 10 раз меньше американской. Меры поддержки должны, по крайней мере, быть тоже только в 10 раз меньше. Да? Соответственно, если говорить про 2 триллиона, которые были выделены только одним решением, и это только начало, да? Соответственно, наши меры поддержки должны исчисляться, чтобы быть аналогичными, 200 миллиардов долларов. Просто нужно понимать, что экономический взрыв, который происходит, его уже, ну, как бы это от 10 до 20% ВВП любой страны. Если мы хотим как-то противодействовать этому, мы должны делать меры такого объема, все совместно, да, соответственно. Я не знаю, как ты на это смотришь, но пока этого нет. Слушай, ну, я внимательно каждое слово слушал Путина. И ты знаешь, когда он сказал о прямых вложениях для медиков, которые коронавирусом занимаются на передовой, я, конечно, с одной стороны радовался, но потом я посмотрел, сколько это денег вообще. Это 0,05 ВВП. То есть опять, знаешь, наша медицина, наши прямые меры поддержки ограничиваются такими декоративными мерами. Вот. Да. Поэтому, на самом деле, слушай, я не хочу даже вот комментировать эти вот вещи, кроме одной фразы, когда Путин сказал, что, значит, победим эту коронавирусную заразу вместе, и что все проходит, и это пройдет. То есть такое ощущение, что оно само пройдет. Оскар, как ты к этому относишься вообще? Ну смотри, в мире происходит, что даже если государственные меры есть, их крайне трудно получить. Административные барьеры очень сильно затрудняют фактическое получение. Государство не успевает строить все эти системы. Да. Нужно по-предпринимательски, очень по-простому залить, потому что как только ты рисуешь звездочки, эти звездочки, они сверху усложняют весь процесс, и пока эти деньги придут, будет уже ноябрь, декабрь и так далее. Эти компании просто не выживут. По сути, все государства мира не справляются с административной задачей, скорости не хватает, предприимчивости не хватает, поэтому предпринимателям, по сути, всем нашим портфельным компаниям приходится из своего кармана все платить. Кстати, в Америке эти $1200 тоже пока никто не увидел. Давай, ну его нахрен, эту международную программу, давай к бизнесу. Просто когда ты сказал, что мы потеряли миллиард, честно говоря, мне захотелось выключить этот эфир, потому что, ну, слушай, уже сколько можно? Мы на неделю назад потеряли деньги и уволили людей. Сейчас опять, что ли? Ну да, потому что наш портфель — это практически зеркальное отражение мировой экономики. Поэтому мы, в принципе, видим то, что видит вся мировая экономика. У нас активы и, как бы, ты сам знаешь, да, в автомобильной индустрии, во всех индустриях, которые есть, которые сейчас страдают, у нас есть тоже активности. Сейчас люди практически не принимают важные решения, большие сделки. Компании, которые нуждались в каких-то сделках, они сейчас попадают в жуткие турбуленции. Генеральные директора в очень тяжелом состоянии. Я практически каждый день делаю там не по несколько звонков, и приходится сильно успокаивать людей, потому что определенность ноль. Никто не знает, когда это закончится, и никто не знает,
как будет восстанавливаться экономика, когда это закончится. И я даже не могу тебе сейчас точно сказать, сколько мы потеряли, Игорь, потому что никто не знает. Оскар, подожди, я точно, я не знаю, как ты, но я нахожусь сейчас в состоянии близком к такому, ну, я не знаю, то ли депрессии, то ли гнев, нет, скорее гнев, да? И ты мне обещал сегодня рассказать, как ты берешь себя в руки, когда ты в гневе, когда ты в апатии, когда ты в стрессе и так далее. Когда отсутствует враг, против которого можно сражаться, да, это то же самое, как выпить яд и надеяться, что от этого кому-то другому плохо станет. Соответственно, вот эти эмоции, насколько они сейчас продуктивны, наука говорит о следующем. Если человек испытывает положительные эмоции, он действует более продуктивно, чем когда он испытывает вот эти модусы выживания, к которым мы привыкли. Да? И самое главное, что научно доказано, что положительные эмоции повышают иммунитет. А что нам сейчас надо, Игорь, с тобой? Да? Нам нужен иммунитет против вируса, нам нужен психологический иммунитет, чтобы сейчас не принимать такие плохие решения, как приняли на этой неделе наши партнеры, которые загнали наши активы в очень печальную ситуацию. Знаешь, есть немецкая поговорка, которая говорит о том, что in der Ruhe liegt die Kraft, в спокойствии скроется самая большая сила. Да. Соответственно, как сейчас в такое время можно себя успокоить? Оскар, я думаю... давай я тебе скажу, как я себя успокаиваю. Давай. Я иногда себе представляю следующее, что когда-то все равно наступит время, когда весь окружающий нас сейчас трындец назовут старыми добрыми временами. И, значит, то есть бывает еще хуже. То есть клин клином вышибают. Да, ну смотри, я думаю, что первый, я все-таки немец, да, и если там у тебя в крыше дырка, и там проливается вода, ты можешь сидеть спокойно в доме, но тебя зальет, да, соответственно, если дырка в крыше, закрой дырку в крыше. Но я очень сильно сейчас поддерживаю психологию стоиков, которые говорят о том, сделай все, что от тебя зависит. Вот я сейчас спокоен, потому что я в нашем портфеле сделал все, что от нас зависит, мы сделали. Все меры поддержки, все сделали. Поэтому, знаешь, вот даже вот эти потери, которые сейчас исчисляем, они для меня не расшатывают, потому что то, что сейчас как бы под нашим контролем, это наше состояние, наше здоровье, наша дружба, наше партнерство. Самые важные вещи в нашей жизни, они продолжают быть в нашем. Давай разберем конкретные вещи, которые меры поддержки, с чего мы начали. Смотри, сегодня Путин заявил об очередных мерах поддержки. Например, ресурсы медучреждениям 33 миллиарда рублей на спецтехнику, автомашины скорой помощи и аппараты ИВЛ. 13 миллиардов ИВЛ и другие, значит, медтехники, 33 миллиарда на инфраструктуру. Призвал бороться за жизнь, смотри, каждого человека. Медсестрам и тем персоналу, который находится на передовой линии, выделил 25-50 тысяч рублей выплат. Про защитные костюмы ничего не сказано, потому медики находятся на передовой без спецвооружения. Смотри, ты видел эти меры поддержки? Как можно успокоиться, если все меры поддержки этим врачам оказаны, а про бизнес опять ни слова? Про бизнес знаешь, что сказано? Центральному банку и правительству подготовить программу. Смотри, ты же сказал следующее. Ситуация меняется так быстро, что предыдущая программа еще не разработана, да? Теперь Путин поручает очередную программу какую-то разработать. Где меры поддержки? Хрен с ним. Как успокоиться, Оскар? Игорь, смотри, вот ты сейчас вот испытал эти эмоции, и как можно при этом вот всем улыбаться? Вот как можно истерически, вообще... Истерически. А я сижу и улыбаюсь, потому что это тоже, вот эти переживания, это тоже часть нашей жизни. Вот этот кризис, это будет от 1 до 2% всех наших дней, которые у нас есть в жизни. Как ты оцениваешь 2% своей жизни?
Вообще положительные эмоции и спокойствие бывает только в здоровом теле. И здоровье – это 3 разных здоровья. Физическое, ментальное и эмоциональное здоровье. Скажи мне сейчас, что ты делаешь, чтобы поддерживать свое физическое, ментальное и эмоциональное здоровье? Я стал писать свой вариант мер поддержки бизнеса, который хочу предложить правительству и Путину. Обнулить налоги до официального, значит, заканчивания этой всей ситуации с нерабочими днями. Просто обнулить. Второе. Запретить досрочно требовать кредиты, все, которые сейчас висят. Вот просто как бы откладывать их текущим режимом до момента, значит, заканчивания всей этой истории. И отсрочка на 1 год возвращение всех кредитов, то есть автоматическая пролонгация. Да, и ввести, значит, каникулы на, там, в 2-3 раза обнулить арендную плату всем видам собственников. Вот программа из 4 пунктов, конкретно. И когда я ее написал, я тоже пришел в такую ситуацию, что все, я сделал все, что от меня зависит, и я вот сейчас тебе ее рассказал, и вот ребятам, кто нас смотрит, тоже рассказал. Ну, значит, пока ты это не написал письмо, в тебе был стресс, потому что твое подсознание чувствовало, что ты должен действовать, а ты не действовал. Я вот так вот написал, колебался, да. вот так. Да, потому что все наши сейчас помощи, какие-то миллионы рублей, которые мы куда-то наплавляем, это просто, это ничего по сравнению с тем, что сейчас делают государства. Есть такой закон ритуала, да, когда мы живем в хаосе, а мы сейчас живем в хаосе, мы можем создавать порядок. Ну смотри, первый, для всех мужчин, каждый день бриться. Второе, никогда не был важнее, чем сейчас сон. Если сейчас плохо спать, еще 2-3 недели начнутся капитальные проблемы в теле, всякие сбои гормональные и так далее, против которых вы будете бессильны. Самое главное для удаленной работы – это дисциплина, самодисциплина. Соответственно, у меня календарь, я живу с календарем, я живу с графиком. Мои дети живут с графиком, у них уроки, у них расписание. Мы наводим порядок в хаосе. Это очень важно, и дисциплина, базовая дисциплина сейчас важнее, чем когда-либо. Да? Знаешь, я сейчас осознал очень ярко, что мне в жизни не нужно 50 лучших друзей, мне не нужно огромное количество людей, мне просто нужно, чтобы кто-то о мне немножко заботился, а мне нужно кто-то, за кого я могу брать ответственность, заботиться. И знаешь, вот сейчас, вот это действительно лайфхак, я бы хотел сделать большой упор на дистанционное общение. Меня спасают сейчас 3 вещи. Первая вещь, которая меня спасает, это моя группа. У меня есть группа. Уже 10 лет, ты знаешь, у нас в Equium у нас уже 35 групп. В ProGenщин у нас 1000 маленьких групп. Да? Ты знаешь, что во всех наших программах присутствуют группы. Моя группа, мы сейчас встречаемся еженедельно. Знаешь, после этих встреч я засыпаю, я просыпаюсь через 8 часов, наполнен силами, чтобы встретить этот день, вместо того, чтобы проснуться как расквашенный просто, вот, знаешь, когда уже все поломано. Поэтому у кого нет группы, обязательно найдите себе группу, это самое. Второе, я общаюсь со всеми своими наставниками. Соответственно, и самое главное, что не я им звонил, а мои наставники позвонили мне, потому что я им не безразличен. Вот в такое время вы увидите отличие наставника от тренера, да? Потому что наставник – это человек, которому вы глубоко не безразличны. Вот, а какое простое действие, ты же вот со своей книжкой слоган, я помню, да, делай просто. Я говорю, какое простое действие надо сделать, чтобы взять вот так, раз и все. Для людей, которые вот действительно без денег и не знают насчет чего жить, да, соответственно, есть работа. У нас идет огромный найм курьеров во всех доставочных сервисах, во всех. Уже зарплаты достигают, кстати, 120 тысяч рублей в месяц. Давай, вопрос тут задается под ником что-то. Какие специалисты будут востребованы потом, когда все закончится? Можешь назвать, на что людям переучиться? На курьеров,
на программистов, на кого идти учиться? Тех, у кого все обвалилось. Номер один, который я считаю, это программирование. Это не только именно написание программного кода, это также практически перформанс-маркетинг, цифровой маркетинг. Я бы не делал сейчас упор на то, что востребовано сейчас, я бы делал упор на макротренды, которые с нами уже последние 5 лет и будут в следующие 10 лет. Давай макротренды перечисли. Макротренды, самые большие тренды — это урбанизация, люди больше и больше приезжают в большие города, мы сейчас это видим и получаем за это счет. Второе, самый большой тренд — это дигитализация. Все, что не уходит в цифру, умирает. Вот сейчас этот кризис это ускорил, да. Все бизнесы, которые цифровые, на самом деле не так уж плохо себя чувствуют. Еще важный тренд — это тренд, что средний возраст населения мира растет. Ну, как бы сейчас вот в России, в Европе больше людей, которые старше тебя, чем младше тебя, Игорь. Поэтому есть огромный рынок людей. Вот, например, смотри, в Германии сейчас жутко не хватает медперсонала. Просто люди... Ты себе не представляешь, какие сейчас зарплаты по 6 тысяч евро, по 7 тысяч евро в месяц. Это просто уход, качественный уход за больными. Соответственно, я думаю, что вот на эти вещи можно делать упор. Теперь давай ответим на некоторые вопросы наших зрителей, да? Как вы считаете, какое направление в IT-бизнесе будет самым востребованным в следующие 10 лет? Я думаю, пространство как сервис. Мы сейчас все видим, насколько важно пространство для нашего состояния. Я верю, что все виды пространства, ивент-пространство, офисные пространства, пространство для жизни, пространство для спорта будут сделаны так, что это будет как услуга в моменте, уборизация. Я считаю, это самый большой перспективный тренд. Тоже добавлю. Сейчас очень большой тренд — это компания Operations as a Service. То есть это, если раньше корпорации выводили на аутсорсинг только самые примитивные вещи, клининг, там, уборка, какие-то, простые вещи. Сейчас корпорации переводят на аутсорсинг прям целые блоки. Но это для бизнеса. Это хорошие бизнес-идеи, кому-то пригодится. Слушай, Михаил Белоусов отправил 888 рублей. Отправляет пометку X10 каждому. Оскар, скажи, что тебе такое означает никнейм X10? Что это означает? Где это вообще? Что это за знак такой? Скажи. Знаешь, X10 это символ того, что мы массово недооцениваем сами себя. Иногда нам нужен вот такой кризис, чтобы просто увидеть, насколько мы сильные, насколько мы мощные, да. И чем быстрее человек осознает, что он может X10 делать, и он ничем не хуже, всех людей истории, которые что-либо сделали, тем быстрее он будет делать прорывы. Оскар, на самом деле задаются очень много вопросов, подписчики. Смотри, значит, как пересобрать себя в момент кризиса. Мы очень часто отвечали на этот вопрос. Не мог бы ты Айдосу Адетбекову, значит, прям вот четко, как гвозди забиваешь, сказать вот. И, значит, как пересобирать себя в момент кризиса, во время кризиса, какими-то такими прям алгоритмом. Алгоритм. Первый шаг. Соединись с природой. Даже если ты на карантине, если есть возможность на даче выйти, там, погулять по лесу, если дома, не знаю, понаблюдай за пауками под холодильником или что-нибудь, чтобы почувствовать себя как часть природы, поменять приоритетность и порядок своих ценностей. У тебя есть программа, которая самая мощная, которая отвечает больше всего за все, что происходит с тобой. Это твои ценности и в каком порядке, с какой приоритизацией они все определяют. Поменяв ее, меняется все. Третий шаг – это получить фидбэк окружающих людей, для которых ты очень важен. Фидбэк группы или какого-то количества банды людей, которая пообещала друг другу, как Игорь говорит, пообещала не позволить быть менее ярким, чем ты можешь быть. Слушай, давай я, тоже подытожу, какой бы я алгоритм предложил вот на тот же вопрос, который ты отвечал, да? Представление, приемы, привычки и практики. Это мой подход, вот эти 4
таких элемента, из которых мы состоим. Наши представления, как мы себя воспринимаем и мир, да? Какие приемы мы применяем обычно, знаешь, да? Привычки — это так называемые неосознаваемые приемы, то есть автоматизмы, которые внутри нас. И практики. Слушай, практики мы можем менять, заимствовать их у других людей. Вот, поэтому, в принципе, достаточно посмотреть на эти штуки, чуть-чуть пошевелить их и обновить, и настроить эти штуки. И когда человек ощущает такое хорошее состояние, значит, у него само все начнет, экспансия вот это происходить. Ну и, конечно, Оскар, спасибо тебе за то, что ты сказал такую штуку про так называемую группу. Я это называю неравнодушный Бог. Дело в том, что люди очень часто привыкли к так называемому равнодушному Богу. Бог нас любит, но если что, карает. А теперь так, смотри, что такое группа, что такое малая группа, и что такое банда, что такое заговорщики. Но это так называемая группа, неравнодушный Бог, которому не все равно, который, как ты говоришь, в случае, если ты пошел вниз, плохое настроение, в депрессию, в какую-то апатию, который сам придет к тебе и скажет: эй, давай, все, хватит, пойдем, айда, найдите себе таких людей. Да. Да, значит, смотри. Спасибо тебе, Игорь, спасибо. Из Москвы шлет нам опять 7777 рублей, 7777, и задает вопрос. Так, я предприниматель из Москвы, начинает ли сейчас бизнес по курьерской доставке? Или большие игроки уже все поделили? Оскар, давай. Можно, 100%. Я думаю, сейчас очень неплохой этап, как это бы странно ни звучало, для начала нового бизнеса. Потому что когда начинается новый бизнес, первые 3 месяца почти всегда отсутствует выручка. И так отсутствует, да, соответственно. А затраты, которые нужны для запуска сейчас бизнеса, они существенно снижены. Да, сейчас есть... Если экономика проседает, есть огромное количество незадействованных мощностей разного рода, которые можно задействовать практически бесплатно, да, поэтому сейчас плохое время для больших бизнесов, для устойчивых систем, чем больше они настроены под эффективность, чем хуже для них сейчас, а для начала нового бизнеса с нуля сейчас очень неплохое время. Вот, друзья мои, не забывайте подписаться на каналы, на YouTube-каналы Игоря Рыбакова и Оскара Хартмана. В описании все ссылки есть, чтобы не пропускать такие вот события, когда вы можете задать вопрос и получить очень четкий ответ от профессионалов. Константин Шадрин задает вопрос. Оскар, если в России внедрить немецкий порядок и дисциплину, то Россия станет самой богатой страной мира? Это будет хуже, чем коронавирус. Германия вошла в топ-10 самых счастливых стран мира. Ты не можешь, невероятно, да, что вот эта протестантская вера, когда дисциплина, работа на самом деле создает счастливых людей, потому что это то, что мы обсуждали. Знаешь почему? Потому что то, что мы обсуждали ранее, счастье это не только когда ты в моменте кайфуешь от плитки шоколада, а счастье это когда у тебя есть проблема, есть куда обратиться. Счастье это когда твои родители живут в достойных условиях, в хорошем пенсионате, где хорошее сообщество пенсионеров. Счастье это отсутствие страдания. Счастье это когда в обществе работают больницы, и там есть все, что нужно, чтобы защищать этот медперсонал. Счастье это когда люди создают продукт своими руками. Я абсолютно с тобой согласен, что решая проблемы, которые не нравится решать, например, предпринимательская позиция, это начать решать проблемы, которые нравится решать. Вот это немецкий подход. Решать проблемы, да, на самом деле позволяет в какой-то момент выйти в состояние, когда ты решаешь проблемы, которые нравится решать. Проблемы будут постоянно, проблемы будут всегда. Да, разница только одно. Один копит проблемы, которые ему не нравится решать. Копит, живет с ними, ему они не нравятся. Вот. А другой, да, перерешивая те, которые не нравится решать, выходит на уровень, когда он начинает решать проблемы, которые ему нравится решать. Например, с кем поехать в отпуск. Хорошо, следующий вопрос. Наталья Самолкина. Где взять инвестиции малому бизнесу на переориентацию бизнеса, если банки не дают?
98% бизнесов мира были построены без внешнего финансирования. Я всегда вижу, что есть часть предпринимателей, которые всегда держатся за идею, которая требует огромного финансирования. Знаешь, вот в России было 20 лет вот идея построить Диснейленд. Да. Но он, к сожалению, стоит несколько миллиардов долларов. Есть, кроме Диснейленда, есть масса других идей, которые задействуют неутилизированные ресурсы, которых сейчас, они валяются сейчас на улицах, пустующие квартиры, пустующие офисы, пустующие, потому что коронавирус не уничтожил весь основной фонд экономики. У нас простаивают станки, простаивают люди, простаивают мощности, мозги. Кто те предприниматели, которые могут это собрать в новую комбинацию, те и выиграют. Согласен абсолютно. Кризис не уменьшает количество денег, как я уже говорил в одном из эфиров, он даже увеличивает. Потому что количественные смягчения, эмиссии и так далее, деньги меняют направление, а основные фонды остаются. В то время, когда некоторые предприниматели, люди, деятели, руководители самоизолируются и снижают экономическую активность, в это время открывается время для новых игроков. И все, насколько я помню, кризисы приводили обычно к резкому обновлению бизнес-ландшафта. Поэтому люди говорят, малый бизнес там умрет и так далее. Ну, в принципе, умрет, освободив слоты для нового малого бизнеса. Поэтому, как я говорю, следующее, тот, у кого есть доллары, кэш, рубли и так далее, припасти бы этот кэш, чтобы скупить на халяву какой-нибудь рухнувший бизнес. Да, и из кризиса выйти, получив основные активы за копейки, и вот тогда дать жара. Например, такой подход. Юлия Сергеенко посылает донат 9.99 долларов, 10 долларов, да, почти, и спрашивает, Игорь, Оскар, вас можно слушать бесконечно, и вопрос, что вам обоим дается тяжелее всего на карантине? Давай, Оскар, с тебя, что тебе тяжелее всего дается? Ты знаешь, я самый свободолюбивый человек в этом мире, и для меня любые ограничения, когда я чувствую, что моя судьба зависит не только от меня, я не могу передвигать свое тело. Соответственно, я какой-то день прошел, по-моему, 10 километров внутри просто одной комнаты, потому что настолько я не могу сидеть, меня это с ума сводит просто. Соответственно, это сложнее всего. Понятно. Слушай, для меня сложнее всего мне было зайти не то что карантин, зайти, принять этот новый режим, вот, переход, то есть предыдущее я долго адаптация. Да, я долго говорил, нет, карантина, я иду там на работу. Ну а что, я пришел 2 дня в офисе, а там никого нет. Хорошо, Владимир Никулин спрашивает, скажите, пожалуйста, как найти единомышленников своих, чтобы открыть свой бизнес? Как мы друг друга нашли. Я давал лекцию в университете, Игорь там был студентом. Сидели студенты, и один студент сильно выделялся из всех остальных и задавал больше вопросов. И после этой лекции Игорь пригласил меня на ужин. Из этого всего выросло 25 разных общественных организаций, много всего. И мне кажется, эта история очень четко показывает, как находить. Чтобы находить людей, нужно находиться на миссии. Нужно быть человеком, у которого есть цель, нужно быть человеком, у которого есть какой-то смысл, который он преследует, да. И когда ты такой человек, автоматически даже самые интересные люди в мире к тебе тянутся. Ты сейчас сказал следующее. Когда мы что-то хотим найти, чего у нас нет, мы должны увеличить контакты с другими людьми, тех, кого мы не знаем. Друзья мои, сдавайте донаты, на профилактику детского сиротства. Детские деревни СОС. Мы с Оскаром давно поддерживаем и патронируем эту организацию. Мы проследим целевое расходование этих средств, и Рыбаков фонд все удвоит. Да? Заставьте Рыбаков фонд удвоить большую сумму. Набросайте стикеров, и мы ее удвоим. Давай, смотри, топ-5 советов зрителям мы сейчас дадим. Итак, первое. Я давно уже себе ничего не желаю, друзья мои. То есть в смысле того, что я понял,
что все, чего бы я себе пожелал, является следствием совершенно инверсионного процесса. То есть я делаю ровно наоборот. Я не желаю любой вызов воспринимать как неудачу. Я не желаю любое неудобство воспринимать как, ну, например, неуважение к своей персоне. Я не желаю любое несогласие воспринимать как предательство. Да? Я не желаю замыкаться в какой-то там жалкой ничтожности и сгорать от самомнения, от какой-то уверенности, да. И я не желаю бегать по заколдованному кругу, вечно находясь в движении, никуда не приходя. Вот это я все себе не желаю. В общем-то, я вам тоже этого не желаю, потому что счастье и внутреннее состояние — это результат как раз-таки такого процесса, когда ты отключаешь нежелательные вещи, и с тобой происходит автоматически желательные. И я желаю вам, друзья мои, все мои дорогие зрители, тебе, Оскар, и все, кто нас смотрел или будет еще смотреть, чтобы с вами вот эти 5 перечисленных мной вещей не случились. И у вас все получится. Поэтому, Оскар, теперь давай твои 5 вещей. Топ-5 советов, Оскар, зрителям. Давай. Каждый день начинать с 3 вещей, за которые вы благодарны. Я благодарен за этот эфир. Я благодарен за поддержку Игоря. Я благодарен, я читаю сообщения, я благодарен вам за ваш фидбэк. Там, где благодарность, там нет страха. Второе, каждый день сделать 3 действия из эмоций любви. Обнять ребенка, отправить доброе сообщение другу, поддержать кого-то, может быть, даже незнакомого человека. Потому что там, где любовь, там нет злости. Желаю каждый день немножко соединяться с природой. Потому что там, где природа, там нет фантазий, там нет будущего, есть только настоящее, настоящий момент. Нужно сказать стоп, потому что там, где настоящий момент, мы видим все глазами ребенка. Желаю всем каждый день создать какой-то продукт своими руками. Потому что там, где мы создаем продукт своими руками, происходит поток, а там, где происходит поток, прилетает птичка счастья. Особенно, если этот продукт кому-то нравится, даже одному человеку. И последнее, что я желаю, и, естественно, это главная моя философия в моей жизни. Действие лечит все. Чтобы избежать всех болезней, нужно постоянно действовать, потому что вот в бездействии кроется рак, кроются самые большие проблемы, которые мы встречаемся. Это от бездействия. Поэтому вот в этот период мы должны находить какие-либо действия, даже если это просто каждое утро заправить свою кровать. Потому что если у тебя сейчас на карантине не убранная комната, не надо в комментариях критиковать президента, пожалуйста. Но в целом я желаю всем этот период найти какую-то рамочку, через которую вы смотрите на эту ситуацию, которая дает вам энергию, силы. Я смотрю сейчас на это так. Это пришло нам не просто так. Это пришло к нам как большая лекция, как яркий образовательный момент, как яркий образовательный опыт, потому что мы с Игорем по-другому учиться не умеем. Мы не умеем учиться, пока не получили вот такой опыт. И этот яркий, я еще не знаю, чему мы должны научиться, но я знаю, что мы после этого выйдем с новым дипломом. И мы научимся причем не купленным, чему-то очень важному. Спасибо всем за эфир. Друзья мои, большое. давайте все крикнем ура! Оскар, давай вместе. 3-4. Давай. Ура!